после авиаудара. Друзья, отчитываемся, потратили все деньги, только что заработали терминалы в Росте. Вот мы скупились, поразвозили, сейчас все закинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова. Лес. Всем привет! Я не снимала ничего вчера. Сосед хлебушек принес. Очень приятно. Я сейчас испеку какое-то печенье, свежий хлебушек прям пахнет. Какое-то печенье испеку, тоже передам им. Я себя чувствую так, вот видите, такая бледная, ну более-менее. Не знаю, как еще передать. Комната у нас полностью закрыта. Чувствую я себя, знаете, вроде как я выспалась просто, можно так сказать. Мне даже сегодня не война снилась, мне снилось какой-то праздник. Какой-то праздник снился. Видите, у меня еще с праздника шарики пооставались. Держимся, хочу испечь печенье и на разведку выйти на улицу, на этот, как его, в аптеку посмотреть, какая там очередь. Такие коржики я сделала. Юра сделала нам кофе, сейчас выпьем. Я вчера, кстати, кофе, по-моему, не пила. И покажу вам внутри, какие они. Тут цукаты, изюм, все, что было. А, еще и цедру апельсина. Натерла, они такие вкусненькие. Да, не очень супер симпатичные, но более-менее. Не стыдно было соседу хоть дать за хлебушек. Майонеза полно, молочки нет. Воду позабирали. И здесь еще, ну это алкоголь. А, запретили же алкоголь пить. Правильно сделали. А так, в принципе, выбрать что-то можно. Завтраков много. Здесь тоже есть вот эти чипсы. Всякие. И есть еще консервы. Но это тоже дорогое, мало кто покупает. Но оно есть. Если есть деньги, почему бы не купить? Семечек нет. Семечек разобрали. Все, без семечек живем. И вот крупы. Здесь осталось только киноа, чиа, то что мало кто ест. Рис есть, лазер для плова. Вот. Это вот заморская никому не надо, блин. Мы уже дома. Я подышала воздухом. Мне нужен свежий воздух. Фух. Я купила, знаете, что? Качан капусты белой. Точнее, не качан, а головку белокочанной капусты. Есть капуста, это на 4 дня больше есть. Вот, можно ее потушить. И то, на всякий случай, пусть будет. Я сегодня, ой, извините, пожалуйста, я сегодня поспала более-менее. Конечно, чутко просыпалась каждые полчаса. Много было уведомлений часто. И я чувствую себя более-менее. Морально просто уже настолько выгорела, что нет сил больше выгорать. Держу себя в руках ради малыша и держу морально себя в руках, чтобы лишний раз не нервничать, потому что 7-й месяц, а дети на 7-м месяце тоже рождаются. Я хочу доходить до июня и родить в июне все как положено, чтобы было. Вот, но если что вдруг, мы подготовлены. У Юры есть информация текстовая, тоже ее читал, изучал, как все это происходит, как это все принимать на всякий случай. Вот, я совершенно, если честно, не боюсь, если что, дома рожать.
Вы знаете, вот раньше реально, я вот говорила, буквально недавно, да, мы думали, какой клинике рожать, какого врача выбрать. А сейчас самое главное, чтобы вообще даже не врач был рядом, чтобы он мог просто поддержать ребенка, вытянуть. Вот такие дела, да. Вообще меняются ценности. Я вчера открыла крем, который гель для умывания, который держала до последнего. Вот весы, думаю, уже все. Ничего оставлять на потом не буду. И когда это все закончится, конечно же, я начну делать разные. Это вот я теперь понимаю бабушек наших. У меня все будет в запасе. Консервацию начну первым делом, да, кушать. Юра зовет кушать, делать, готовить. Первым делом буду делать консервацию. Разные там салаты, вот эти, знаете, перец, баклажаны. Сейчас это вообще в магазине не найти. В магазине можно купить. Знаете, люди не покупают то, что заморское, непонятно. Вот семена там чиа, киноа, разные хумусы, хамоны, это все такое. Это все есть. Но я надеюсь, что на наши склады и на логистику больших магазинов, что они как-то, да, будут нормально довозить продукты в свои магазины. Да, яиц, корм кошачий не найти. Вот, к сожалению, у нас вот, да, нет. И аптеки тоже не все есть. Ничего, выдержим. Выдержим, прорвемся. Здрасте. Ева, ты мы просишься? никуда не идем. Мы еще никуда. не, да. Вот это Ева целый день просится выйти. Ребята, привет. 7-й или 8-й день. Сидим в самоизоляции, почти иногда выходим там за водой, там можно пройти за продуктами днем. В общем, тут как-то вся инфраструктура чуть-чуть работает. Запасаемся водой, едой и нервами. Желаю всем, чтобы вы не тратили нервы. Держите себя в руках, не поддавайтесь панике. Если, конечно, я понимаю, что все сейчас захотят по всем телеграммам, все новостям, там все пересматривают, все хотят быть в курсе, что, где, когда. Как и мы. Как и мы, да. Но иногда надо от этого отключаться, даже просто поиграть в какую-то игру, посмотреть какую-то серию сериала или что-нибудь, или просто от телефона отключиться, о чем-то поговорить, что-то попланировать на будущее. Надо пытаться держать мозги в каком-то направлении правильном, потому что в панике можно натворить чудес. Вот. Люди некоторые, мои знакомые, рассказывают, как начали паниковать там на второй, на третий день посреди ночи выбегать с подъезда и с криками бежать куда попало. Вообще никто ничего не понимает. Некоторые так и не вернулись. Может, куда-то добежали, слава богу. Ситуация ни хера не легкая, но, надеюсь, контролируема. Поэтому держимся. У вас будут комментарии? Ева, подними хоть настроение немножко кому-то. Да, не, все. Ева, то еда, Сделали чай с мятой. Вот, немножко нервы успокоить на ночь. И постараемся пару часов поспать, чтобы ночью проснуться. Да, еще один такой совет, если у вас получается добраться до продуктов, я понимаю, что вот сейчас мы там смотрим, картошку все раскупили, ну вот этот весь суповой набор, понятно, что люди мясо там все выкупили, полки пустые, хлеб выгребают. Но шоколада с орехами, с изюмом шоколада, полные полки. Вот. Сегодня я не заметил, но вчера были в магазине, там сгущенки стояла, полные полки. И у нас вот уже на всякий случай половина вот такой вот бутылки сгущенки осталась. Одну мы уже, ну она и была начата, уже потихоньку употребляем, потому что глюкоза, в принципе, хорошо поддерживает организм, и мозг в том числе. Поэтому от сладкого сейчас, если надо быстро перекусить, удалить голод, лучше съесть там шоколадку, кусок или кофе со сгущенкой, или просто саму сгущенку, ложку целую там съесть или две. Это больше поможет и быстрее, чем тратить время на то, чтобы приготовить какую-то кастрюлю еды. Вот, поэтому это как бы совет правильный, я считаю. Ева, не нагоняй панику дополнительно, пожалуйста, и так неспокойно. Хотела сказать, чтобы вы не думали, вы не одни. Я знаю много, сейчас вообще большие проблемы с финансами, и у нас так получилось, что как раз вот в день, когда это все началось, должны были быть оплаты по зарплатам, по подработкам, по моим подработкам тоже. И, к сожалению,
можно сказать, все слились. Вот, поэтому то, что было, понятное дело, каких-то там банки, понятное дело, сейчас толком не снимешь, потому что только на кассах, да, вот говорят, в магазинах особо таких накоплений огромных не было. Держимся как можем, вот, и я очень надеюсь, что как-то YouTube хоть как-то можно будет вывести с Ютуба, перевести с одной карты долларовой на другую. Я очень надеюсь, какие-то эти вот слезы можно будет вывести. Я не знаю, как дальше по аренде квартиры вообще, я так понимаю, они сюда уже не приедут жить, потому что неизвестно вообще, когда это все закончится. Но, можно сказать, будем жить в долг. Вот. На продукты пока так хватает, но мы очень-очень экономно, потому что, ну, вот знаете, просто какая-то каша, вермишель, какая-то подливка, ну, капуста вот квашеная. В принципе, сейчас и кусок горла не лезет. Вот. Но очень надеюсь продержаться и что это все наладится. Так хочется верить, то, что это все закончится очень быстро. Реально, что это закончится вот скоро, вот-вот. Очень надеемся. Поэтому, если вы меня смотрите с другой стороны, я хочу попросить только об одном вас. Поставить мои видео, если у вас показывается реклама на моих роликах. Поставить видео просто на фоне, чтобы просматривать. Никогда не просила подобного вообще. Но, к сожалению, такая ситуация. Это именно тех, кто не из моей страны. Вот сейчас нам здесь всем очень тяжело. У всех остановились заработки. Много мародеров. Нужно быть аккуратными. Никому двери не открывать. Это у нас, в принципе, и брать нечего, если честно. Поэтому, ну, они что, могут не знать об этом. Вот. Сложно морально. Но надеюсь, что мы все-таки дождемся мирного неба над головой. Я никогда не могла подумать, что мы доживем до того времени, о котором рассказывали нам наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки. Знаете, конечно, в то время, в ту войну было намного все сложнее, потому что 50 на 50, потому что в то время не было информационной войны, вот, но в то время можно было делиться информацией, быть на связи с родными, по крайней мере, ты была бы спокойна, как сейчас, да, когда всю секунду пишешь маме, папе, как дела, вот, и ты от них сразу получаешь ответ, а не голубем куда-то отправляешь. Вот такие дела. Я не пропадаю и очень прошу девчонок в Инстаграм мне лишний раз не писать, как вы. Я кроме «держимся» ничего не могу ответить. Я не могу сказать вам, ну, вообще я ничего не могу вам рассказать, как мы, потому что мы херово на самом деле. Больше, ну, как бы подробно все описывать каждому человеку по 50 писем в день я реально не успеваю, и морально я выгораю. Поэтому и комментарии здесь все-таки буду закрывать, потому что... Почему? Не потому что я закрываю комментарии от мнения других людей, да, и держу только свое мнение, нет. А потому что начали лезть боты с ссылками непонятными. И я надеюсь, что вот предыдущими видео вы не нажали ни на какую ссылку, очень на это надеюсь, потому что просто именно боты с одним текстом, больше 100 ответов было на 100 комментариев. Просто в одно и то же время. Поэтому будьте осторожны, на лишние ссылки не нажимайте. На этом буду заканчивать, и я очень надеюсь, что завтра наступит. Завтра будет завтра. Мы сегодня ночью проснемся, будем дежурить. Вот, и постараюсь себя так отвлекать таким способом, что-то снимать. Потому что хотела картину дорисовать, руки просто не поднимаются. Вот. Сегодня только смогла сделать печенье, соседу отнести и себе чуть-чуть оставить. И все.